I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Фрэнсис Элейн Кампионе. Психически нездоровая мать убила 2 дочерей, чтобы отомстить бывшему мужу. Домашнее насилие в семье Кампионе. Фрэнсис Элейн Кампионе родилась в 1973 году в маленьком поселении Коулс-Айленд, Нью-Браунсвик, Канада. Когда ей было 20, она переехала в провинцию Онтарио, чтобы устроиться на работу няней. Здесь она познакомилась со своим будущим мужем Леонардо. Сначала эти отношения казались сказкой. Мужчина красиво ухаживал за своей избранницей, но после того, как они съехались, начались проблемы. Он начал поднимать на нее руку. Хотя Элейн обращалась в полицию, тогда Лео не было предъявлено никаких обвинений. В 2002 году они поженились, несмотря на все проблемы в отношениях, и стали жить вместе в их новом доме в Барри, Онтарио. Но Лео продолжал проявлять физическую агрессию даже тогда, когда Элейн была беременна их первым ребенком, дочерью Сиреной. По словам Элейн, это прекратилось лишь на несколько месяцев после родов, а затем началось снова. Меньше чем через 2 года у них родилась еще одна дочь София. Развод. Спустя 3 года совместной жизни Элейн подала на развод, после того, как муж дал ей пощечину и ударил Сирену, их старшую дочь, оставив на лице девочки несколько синяков. Ты избил свою жену до смерти. И своих детей. И никогда не забывай об этом. И знаешь что? Моя семья любит меня безгранично. Сотрудники социальной службы узнали о проблемах в семье Кампионе незадолго до этого, но не предпринимали решительных мер. Женщина заявляла, что хочет уйти, но, очевидно, была слишком напугана, до тех пор, пока не пострадал ее ребенок. Полиция арестовала Леонардо Кампионе и предъявила ему обвинения по нескольким пунктам, но вскоре он был освобожден. Подробности по его делу не разглашаются. После чего мужчина переехал в другой дом, оставив жену с детьми. Бракоразводный процесс начался 13 июня 2005 года. Элейн просила о единоличной опеке над дочерями Сиреной и Софией и просила дать ей возможность увезти их на родину в Нью-Браунсвик, к своим родителям. Однако Леонардо настаивал на совместной опеке и успешно оспорил решение Элейн перевести детей. Также в судебных документах содержалась информация, что Элейн жаловалась на угрозы со стороны мужа. Она заявляла, что боится никогда не увидеть своих детей, так как Леонардо намеревался доказать, будто она сумасшедшая и не может быть хорошей матерью. И это было не безосновательно. Странное поведение Элейн. После того, как было подано заявление на развод, у Элейн появились симптомы психотического расстройства, патологического состояния, при котором у человека возникают галлюцинации, формируются бредовые идеи. Ему становится сложно отличить, что реально, а что нереально. По словам матери Элейн, Фэй Гудин, из-за угроз бывшего мужа лишить ее опеки, женщина начала бояться, что за ней следят по его приказу, и что кто-то, например, случайный незнакомец на улице, заберет у нее девочек. Так, однажды в центре города Элейн резко начала бежать за женщиной, которая, по ее мнению, сфотографировала Сирену и Софию. При этом Элейн никому не доверяла
и не оставляла дочерей наедине даже со своими родителями. Кроме того, старшей дочери Сирене она запретила прикасаться к чему-либо красного цвета, поскольку считала, что это кровь. Но и это было не все. Через несколько месяцев, в октябре того же года, Элейн отвозила свою мать Фэй в аэропорт, стараясь поворачивать только направо и остерегаясь черных автомобилей. После чего вместе с детьми она отправилась к родителям бывшего мужа, в Вудбридж. По заявлениям отца Леонардо, Диего Кампионе, появившиеся без предупреждения на пороге дома невестка и внучки, выглядели истощенными и болезненными. Особенно тревожным был вид Элейн. Она бессвязно бредила, рассказывала, что кто-то хотел ее убить, и бегала из комнаты в комнату, так как, по ее мнению, рядом были инопланетяне. После этого инцидента Элейн Кампионе была отправлена в психиатрическую больницу. За Сиреной и Софией в это время присматривала социальная служба, но уже через неделю женщине разрешили вернуться домой, и девочек отдали обратно матери. Элейн на протяжении долгого времени продолжала вести борьбу с мужем, а также его родителями по вопросам опеки. Семья Кампионе добилась права на свидание с детьми в специальном центре контролируемого доступа. Эти визиты были чрезвычайно счастливым событием для меня, моих родителей и моих дочерей, говорил Лео. Его слова подтверждал координатор программы Шелли Сент-Аманд, наблюдавшая первую встречу отца с детьми после разлуки. Сирена увидела, как господин Кампионе идет из зала ожидания в зону для свиданий, и побежала к нему, подняв руки вверх, восклицая: «Папа! Папочка!». Их свидания проходили весело и без проблем. Однако Элейн была недовольна, когда девочки приносили домой фотографии, сделанные Лео во время посещения. На фоне того, что дети стали видеться с отцом, ее психика начинала страдать все больше. Она еще несколько раз попадала в психиатрическую больницу, жалуясь на непреодолимое чувство обреченности и на потерю контроля над ситуацией. Врачи определили ее состояние как послеродовой психоз и выписали антидепрессант. Однако неизвестно, следил ли кто-то за тем, чтобы она принимала лекарства. В июне 2006-го, через год после подачи заявления о разводе, решение о том, с кем останутся дети, все еще не было вынесено. Состояние Элейн приблизилось к критическому. Она предприняла попытку самоубийства и была госпитализирована почти на месяц. После выписки из больницы Кампионе все чаще теряла связь с реальностью и все глубже погружалась в паранойю и галлюцинации. Я ненавижу тебя, Лия. Я действительно ненавижу тебя. Ты дьявол. Ты хотел победить. Ты победил. Ты счастлив. Мне от этого не легче. Я потерял всю свою жизнь. Она не обращалась за помощью к кому-либо из семьи и близких, потому как беспокоилась, что ее тревожная медицинская история всплывет, и она лишится возможности видеть детей. Однако тогда они все еще продолжали жить с ней. До тех пор, пока женщина не начала верить, что через старшую дочь Сирену получает знаки от Бога, и что рай будет самым безопасным местом для них всех. Убийство Сирены и Софии Кампионе. 4 октября 2006 года в полицию поступил звонок. Элейн Кампионе спокойно сообщала о смерти двух маленьких дочерей. Когда полицейские прибыли на место, они обнаружили тела 3-летней Сирены и 1,5-годовалой Софии в постели их матери. Девочки были одеты в пижамы и держались за руки. Между ними лежали игрушки, молитвенные четки и фотоальбом. Предполагалось, что они умерли 2 днями ранее. В воздухе уже стоял запах разложения. Причиной смерти было названо утопление, а убийца,
Элейн Кампионе стояла прямо перед офицерами, не понимая, что происходит вокруг. На кассетах, записанных незадолго до смерти девочек, следователи обнаружили несколько тревожных видеозаписей. На одной из них Элейн снимает своих дочерей в день рождения Сирены. Мила поет ей песню, поздравляет и дарит подарки. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, Serena, happy birthday to you. Затем кадр меняется. Дети вместе играют в гостиной, смотрят телевизор, пока их мать гневно рассказывает на фоне обо всех психологических трудностях, с которыми она столкнулась в браке и после развода. Девочки замечают, как настроение мамы меняется. Они пугаются и пытаются привлечь ее внимание. Но женщина продолжает увлеченно говорить о себе. Да, это плачевная, ужасная, грязная квартира, в которой, предположительно, живут я и мои двое детей. И это просто ужасный беспорядок. Да, я считаю, что Диего Кампионе совершенно не прав и надеюсь, что он будет гореть в аду за все свои грехи. То же самое с Леонардо. Все, чего я хотела, это заботиться о своих двух маленьких девочках и жить счастливо до конца своих дней. После 3 лет физического, эмоционального и психического насилия, которые я неимоверно перенесла от Леонардо Кампионе. И в прошлом году от Анны и Диего Кампионе, которое не прекращалось, психического и эмоционального насилия. И я просила службу опеки не приносить этих двух людей снова и снова в мою жизнь. Когда я им говорила о том, какое количество психического и эмоционального насилия они наносят мне и моей 3-летней дочери Сирене и Софии. Это было ужасно и неоправданно, и я хочу, чтобы справедливость восстановилась для моей семьи из-за всего, что они сделали нам. Я кричала о помощи. Они должны были возбуждать уголовное дело против него за насилие, которое он совершил надо мной, за насилие, которое он совершил над моей самой старшей дочерью, Сиреной, и они ничего не сделали, ничего для нас. Вместо этого они дали ему все больше прав. Это просто несправедливо и жестоко, и многие женщины проходят через это. И это несправедливо. София пошла в ванну, выбрала пижаму, взяла подгузник и положила его на раковину. Сирена все еще в гостиной что-то делала, не обращая внимания. Я включила воду в ванной, снова вышла, чтобы спросить Сирену, собирается ли она принять ванну или нет. Она сказала, что не собирается, так что мне пришлось вернуться и выключить воду в ванне, прежде чем она переполнится. А потом София разделась, готовясь залезть в ванну. Я спросила ее, не хочет ли она сфотографироваться для своей бабули. И она сказала, что да, она хочет петь «Мерцай, мерцай, маленькая звездочка». Тогда она легла навзничь, и вода попала в каждое ухо, и она начала паниковать. Так что я остановилась, обняла ее, подняла и сказала, что все в порядке, а затем я встала, пошла посмотреть, что делает Сирена, потому что я слышала, как она вытаскивает вещи из шкафов, и спросила ее, собирается ли она убрать свой беспорядок. А потом она сказала языком жестов: «Я тебя люблю», и сказала: «Кого вы любите?» «Я люблю маму». «Как сильно ты любишь маму?» «Я люблю ее до луны и обратно». И тогда я спросила: «Ты готова принять ванну?» И она согласилась. В следующем фрагменте Сирена говорит одна с раскраской. Ее младшей сестры Софии нет поблизости. Элейн спрашивает ее: «Кто любит тебя больше всего?» «Я думаю, мама любит тебя больше всего на свете». Вероятно, это были последние минуты ее жизни, а младшей сестры уже не было в живых. Но она просто лежала там. Она устала с того дня, когда не спала. Спала ли она в этот момент? Она выглядела так, будто вот-вот заснет. Итак, я просто одела ее, дала ей бабло и уложил в кровать на 10-15 минут, пока я одевала Сирену, а затем положила их в свою кровать. Я надела ей подгузник, надела пижаму, взяла ее на руки, попыталась немного высушить волосы, положила в детскую кроватку. Она оставалась там около 10-15 минут со своим бабом, и я просто уложила их обоих в постель. Они всегда переворачиваются и дерутся из-за того, кто будет спать рядом со мной. А Софья как раз лежала, и рука у нее была твердая.
И ее ноги были похожи на розоватый странный цветок. Ноги сирены выглядели нормально, но на ноге у нее был пурпурный цвет. Элейн утверждала, что помнит, как купала Софию, а потом подходила к сирене. Но при этом она не желала им зла и ничего не помнила о последующих событиях. Следующее, что я увидела, это люди в полицейской форме. Я спросила у одного из них, где мои дети, но он недоуменно посмотрел на меня и сказал, что меня арестуют. На последнем видео Элейн садится перед камерой в слезах, со словами «Лео, ты счастлив? Все пропало. Бог верит мне, и Бог сейчас о них заботится». Элейн на протяжении нескольких минут высказывалась о том, как она ненавидит Лео и его родителей. Твоя мать такой же дьявол, как и ты это знаешь. Ты самый подлый человек на земле. Твоя семья просто не могла позволить нам быть счастливыми. А ты дьявол. Воистину дьявол. Записав это обращение, она приняла неизвестное количество успокоительных таблеток, чтобы покончить с собой. Но эта попытка оказалась безуспешной, и Элейн сама позвонила в полицию. Судебное разбирательство. Элейн была арестована и обвинена по 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени. Я даже не знаю, что я им скажу, когда увижу их снова, потому что они ничего не знали. Они ничего не знали. Они больше доверяли мне больше, чем кому-либо. Да, мне предъявлены обвинения. Да. И вы понимаете, что это 2 обвинения в убийстве первой степени обоих ваших детей. София, она пошла первой. И ты говорила о том, как она паниковала. Ну, причина, по которой она паникует, это то, что ты держишь ее под водой. Не она. Это видно на видеозаписи. Она пыталась показать, что может плыть назад, и вот этот слух вошел в воду. Ей страшно, что вода попадет ей в ухо. И на видео видно, как я беру ее за руку и поднимаю. Говорю, что все в порядке, а затем я выключаю видеокамеру и достаю ее из воды. Потому что... Но правда ли, что после того, как ты выключила видео, ты толкнула ее обратно под воду? Ведь это покажет запись. В ее легких будет вода. И не то же самое ли покажет в другом ребенке, сирене. Ты толкнула их под воду. Они не могли дышать. Они смотрят на тебя. Они говорят: «Помоги мне, мама». И все, что ты видишь, это их открытые глаза, и они смотрят и говорят, что ты делаешь, мама. Они не могут дышать. И все, что ты видишь, это пузырьки воздуха, и ты держишь их достаточно долго, чтобы они не могли дышать. Она не признала себя виновной, заявив, что не несет уголовной ответственности. Ее команда защиты утверждала, что Кампионе страдала от тяжелых психических заболеваний. Адвокаты указывали на ее прошлые попытки самоубийства, депрессию, странное поведение и прохождение лечения в психиатрических больницах. Кроме того, были представлены ее обвинения в жестоком обращении со стороны мужа Леонардо Кампионе. Однако сторона обвинения утверждала, что Элейн знала, что делала в тот момент, несмотря на проблемы с психическим здоровьем, и утопила дочерей, чтобы помешать мужу получить опеку, поскольку совсем скоро должен был состояться суд по семейным делам. Хотя ее соседка и указывала, что Элейн отлично справляется с 2 девочками, и многим даже есть чему у нее поучиться, очевидно, женщина понимала, что проиграет этот суд. Приговор. Лишь спустя 4 года разбирательств, в ноябре 2010-го присяжные признали 35-летнюю Фрэнсис Элейн Кампионе виновной по 2 пунктам обвинения в убийстве первой степени. Ее приговорили к пожизненному заключению с возможностью условно-досрочного освобождения через 25 лет. Выслушав приговор, обвиняемая начала громко рыдать. Леонардо Кампионе не присутствовал лично на заседании, когда его бывшей жене оглашали приговор.
Но он отправил развернутое эмоциональное письмо, в котором писал, что образ двух его дочерей, которые задыхаются, пока мать держит их головы под водой, будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Сирена и София были моей жизнью и остаются ею до сих пор. Ничто не приносило мне столько покоя и радости, как они и их любящие объятия. Обвинения в нападении, предъявленные Леонардо, были окончательно сняты после того, как его жене было предъявлено обвинение в убийствах. Элейн Кампионе сейчас. В настоящее время Элейн отбывает свое наказание в исправительном учреждении общего режима в Онтарио и носит девичью фамилию Гудин. Спустя 10 лет, в 2020 году, комиссия по условно-досрочному освобождению признала ее образцовой заключенной, поскольку в тюрьме она получила диплом об образовании, принимала участие в волонтерских семинарах и проходила активное лечение. Ей было позволено покидать тюрьму под присмотром в целях личного развития, включая изучение Библии, посещение церкви, прохождение курсов по борьбе с гневом и эмоциями и прохождение программ реабилитации. В октябре 2023 года Совет по условно-досрочному освобождению Канады вновь отметил прогресс в деле Элейн. Ее заявление на дальнейшие временные отпуска под присмотром было одобрено, и был сделан вывод, что Элейн не представляет неоправданного риска для общества во время своего отсутствия. Дорогие подписчики и гости канала, как вы считаете, мог ли кто-то предотвратить эту трагедию, вовремя обратив должное внимание на психическое состояние Элейн Кампионе? Свое мнение пишите в комментариях под видео.